Здравствуйте, друзья! Литр бензина стоит 2 рубля. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. На сегодняшний день средняя стоимость бензина 45 рублей. А в Москве и Московской области уже стоят заправки с бензином по 50 рублей. Повышение цены на бензин и дизель – это всегда повышение цены на все товары и в первую очередь на продукты питания. Но кто из нас задавался вопросом, какова реальная себестоимость бензина? Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте вспомним цены на бензин 20-летней давности. Что было на заправках в 1998 году? Цена на бензин колебалась на уровне 2-6 рублей и к 1999 году стабилизировалась на уровне 7 рублей. В результате за последние 20 лет цены на бензин выросли в 10 раз. Стоит отметить, что бензин продавали по 2 рубля за литр, и это было выгодно. Это не было убыточным для добывающих компаний. С 1998 года стоимость барреля нефти стала расти. Так, в 1998 году цена была $12 за баррель, в 2000 – 28, в 2005 – 54. На пике нефть марки Brent продавалась по $135 за баррель. Вместе с ростом барреля нефти росла цена на бензин. Но в наше время анекдотичной стала ситуация, когда стоимость нефти падает, но рост цены на бензин продолжается. Почему так? Первая причина – это продажа бензина внутри страны по рыночным ценам. Предположим, государство продает внутри страны бензин дешевле. Возникает риск, что дешевый бензин тоннами будут вывозить из страны. Но почему-то в Венесуэле бензин в рознице продают дешевле 1 рубля, и его никто не вывозит. Во всех добывающих странах стоимость бензина внутри страны на порядке ниже, чем на мировом рынке. Вот примеры в переводе на рубли. В Саудовской Аравии бензин стоит 14 рублей. В живущем под санкциями Иране 20 рублей. Допустим, что государство все-таки не может закрыть на границе вывоз дешевого бензина, но тогда можно сделать для населения торговый вычет. Купил россиянин бензин на заправке, показал паспорт и получил 90% скидку. А всем иностранным гражданам и тем, кто покупает бензин цистернами, можно продавать по прежней обычной цене. Вторая причина – это непомерное обложение налогами населения и любвеобильное отношение к добывающим компаниям. Так мы, как конечный потребитель, оплачиваем 60% налог от стоимости бензина. При этом налоговая нагрузка на нефтедобывающие компании в разы ниже и не превышает 30%, а в среднем находится на уровне 20%. Так Роснефть и Сургутнефтегаз отдают в казну 30% от выручки, Татнефть – 25%, Газпром, Башнефть – 20%, Новатэк – 15%, Лукойл и ННК – 10%. Кстати, ходят слухи, что Сургутнефтегаз принадлежит Владимиру Владимировичу Путину. Что это? Какие 10%? Для примера, в Арабских Эмиратах доля поступающих денег в казну от выручки составляет 90%. И в целом по миру доля налоговой нагрузки на нефтяные компании держится на уровне 70-75%. Но не как у нас 10-30%. Итак, за 2 десятилетия цена на мировом рынке выросла в 10 раз. Но это не значит, что стоимость добычи нефти выросла на 10 порядков. Нет, напротив, нефтедобывающие компании только снижают издержки и затраты на добычу. Так из средств массовой информации можно услышать, что стоимость добычи нефти в России равняется $20 за баррель. А что думают на этот счет нефтяники? Не так давно глава Роснефти Игорь Сечин оценил себестоимость добычи на месторождениях компании в менее чем $3 за баррель.
Также ушедший с поста замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что себестоимость добычи барреля нефти составляет в среднем около $2. По трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам $20. Получается, себестоимость нефти $2–3, а стоимость добычи нефти в $20 – это лишь единичные скважины. И это слова не желтой газетенки, а слова нефтяников, министров, топ-менеджеров компаний. Также можно СМИ уличить в обмане по себестоимости нефтепереработки. Так, нам говорят, что из нефти вырабатывается только 20% бензина в связи с низкой технологической базой, и поэтому в России высокая стоимость нефтепереработки. А что думает на этот счет заместитель министра энергетики Антон Инюцин? Цитируем. За счет низкой себестоимости добычи нефти $3,8 за баррель и роста глубины переработки с 70 до 80%, а на ряде НПЗ выше 98%, наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире. Другими словами, данные по себестоимости переработки нефти приукрашены в 5 раз. Итак, давайте посчитаем реальную стоимость российского бензина. Со слов нефтяников, $2–3 – это затраты на добычу 1 барреля нефти. Возьмем большую величину в $3. Стоимость доллара на данный момент почти 70 рублей. Итого 1 баррель нефти выходит нам в 210 рублей. 1 баррель нефти – это 159 литров. Рубли делим на литры и получаем стоимость литра нефти – 1 рубль 32 копейки. Далее нефть нужно перевести в бензин. Сейчас наценка НПЗ составляет 300% от стоимости нефти. Зная, что эта цифра завышена в 5 раз, можно сделать вывод, что стоимость переработки нефти составляет 60% от стоимости нефти. Итого к 1 рублю 32 копейкам прибавляем 60% и получаем итоговую цену в 2 рубля 12 копеек. Затраты на добычу и переработку нефти за последние 20 лет не увеличились кардинально. Как и 20 лет назад могут продавать бензин по 2 рубля за литр. Но даже если сюда накинуть торговую наценку в 20% и государственные налоги в 60%, то финальная цена бензина не превысит 4 рубля. Повышение цены на бирже не означает повышение себестоимости нефти. Цена на бирже зависит от спекулянтов, объема добычи и потребления, а также цена скачет от неспокойной обстановки в нефтедобывающих странах. В нашей стране и, например, в Саудовской Аравии стоимость добычи нефти составляет $2–3. В Великобритании на уровне $50 за баррель, а вот в Канаде себестоимость добычи нефти доходит до $120–150. И по нынешним ценам она нецелесообразна для добычи, что нельзя сказать о нашей нефти. Подведем итоги. Бензин внутри страны продается по ценам в 20 раз выше себестоимости. Нефтяные компании платят в казну в среднем 20% от выручки, продавая бензин 50 рублей при себестоимости в 2 рубля. Теперь представим, что в бюджет попадает не 20% от выручки, а 90%. Как бы это увеличило наполняемость бюджета? А если бы внутри страны цену на бензин кардинально снизили? Или при капитализме все это страшные сказки на ночь, ведь покой нефтегазовых магнатов нельзя нарушать? А может быть, все это неправда, и себестоимость бензина очень близка к текущей цене, и бедные нефтегазовые корпорации еле сводят концы с концами? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. По моему мнению, высокая цена на бензин сделана для того, чтобы набить карманы богачей. Им совершенно плевать на людей, поэтому они загребают столько, сколько могут унести. И если вы будете покупать бензин по 100 рублей, они сделают его 100 рублей. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание.
Буду рад вас видеть на своем канале снова.